Люблю потягать тележки. Давайте заново про недостатки, слишком ЧСВшно было. Можно это вырезать? Какая-то херня. Я хотел это с юмором сказать, не получилось. Да я вообще всех люблю на самом деле, особенно рыженьких. Блин, ладно, это херня. Что такое остроумное, можно сказать? Доступа к крайним доступам. Святослав, ты что, дурной? Привет, мужчины и дамы. Зовут меня Святослав, известен я также миру как Дрейнис. Я из Санкт-Петербурга, 23 года. Лучше об этом не вспоминать, конечно. Был обычным человеком, учился в университете, работал на фабрике, тяжелым трудом занимался. Но, слава богу, киберспорт вытащил меня в новый мир, скажем так. Основное время, естественно, уходит на две вещи. Это, собственно, киберспорт, да, PUBG, и стриминг главным образом. Ну, естественно, какие-то хобби имеются, но главным образом это основная деятельность, которой я занимаюсь сейчас, да. Учеба, к сожалению, в этом году была у меня. Учился я в Финляндии, в городе Лапинанта. Но, естественно, комбинировать и учебу, и образование со стримингом, и в особенности, конечно, киберспорт достаточно тяжело, но благо закончил этот год успешно, но вот на следующий придется думать. На самом деле, мне никогда не приходила такая идея в голову. Игры как таковые мне, в принципе, нравятся не как игры именно, а как соревнования. И когда вот появился вот Counter-Strike, самый первый, 1.6, я помню, что это была вот моя первая любовь в плане игр. Вот эта вот онлайн-игра, это было в новинку. Раньше мы все играли против ботов, против компьютера, да, а вот когда появился Counter-Strike, я помню, меня прям захватил, потому что это было соревнование с другими людьми. Вот, а мне очень нравится соревноваться с другими людьми и как бы быть лучшим в этом деле, стараться быть лучшим. И вот это вот соревнование, оно, собственно говоря, и привело меня туда, где я сейчас есть. Изменилось кардинально, конечно, все. То есть и род деятельности, и какие-то цели, мотивация, естественно, финансовый аспект тоже, скажем так, перевернулся в лучшую сторону. Интересно, наслаждаюсь жизнью, что могу сказать. Ну, как, я думаю, и у всех, сначала родные, родители, братья относились к этому как к потере времени. Ну, как и любой, я думаю, родитель всегда так относится. Но, конечно, это всегда было моим хобби, и в какой-то момент они поняли, что мне не говори, я все равно буду играть в компьютер. Так или иначе, ночами, вечерами, утром. Поэтому в какой-то момент поняли, что лучше оставить в покое и как бы дать дорогу вот именно этому. Ну, основная игра, которую я играл до PUBG, была World of Warcraft, но проблема с World of Warcraft была в том, что я всегда хотел уйти из этой игры, потому что в нем нет соревнования как такового. Разработчики никогда не нацеливались на игру как на киберспорт, как на развитие ее соревновательной составляющей, поэтому PUBG вот у меня в этом плане немножко спас. Я всегда искал игру, которую вот могу играть соревновательно. На Counter-Strike у меня не хватало, я бы сказал, опыта, скилла, на Dota не хватало интеллекта где-то. И вот PUBG такой вот хороший микс того, который позволил мне именно плотно засесть. На самом деле, просто я знал, что у команды грубой нет четвертого игрока, и на моем горизонте тоже были кое-какие проблемы, скажем так, поэтому все так сложилось, что игроки написали мне, собственно говоря, мы как-то там уже более естественно там получилось дальше, то есть я в итоге присоединился к ним. Ну, как-то так, естественным путем, я бы сказал. Все знают, да, что я играл в команде «Авангард» до этого, у меня с ними отличные отношения, с Мумино, Кином и Януктивом, это мои добрые друзья, профессионалы своего дела. Но, как говорится, мы с вами находимся в условиях спорта, поэтому здесь иногда бывает, скажем так, решафлы, ни для кого это не новость, бывает такое. Ну, естественно, со всеми я в добрых отношениях, и с бывшими, и с настоящими тиммейтами, и меня это очень радует. Конечно, я представлял одну организацию до этого, сейчас другую организацию. Естественно, определенная весомая доля ответственности имеется, и, естественно, я думаю об этом. Но когда приезжаешь на LAN, все, что ты хочешь, это просто побеждать, концентрируешься на этом, и уже там не думаешь о каких-то немножко сторонних вещах, просто хочешь, смотришь в экран, играешь, побеждаешь. Вот это моя, скажем так, философия на ланах именно. Топ-1, конечно. Мы же
по сути, топовые СНГ игроки. Мы единственные, кто представляет здесь наш регион, поэтому, конечно, мы будем нацеливаться на то, чтобы побеждать в этом турнире. Стоит, конечно, отметить, что это самый сложный LAN за всю историю PUBG, потому что здесь нет, при всем уважении, команд из Китая, команд из Австралии, которые пока все-таки не дотягивают до уровня топовых американских и европейских коллективов, а вот здесь именно все проходили квалификацию и все свое дело знают. Ну, тем интереснее, как говорится. Конечно, непросто в том плане, что и на то нужно уделять время, но лично вот для меня вполне реально, потому что я люблю играть в PUBG, я люблю общаться с людьми, даже на уровне чата, скажем так, я получаю от этого удовольствие, как играя в турниры, и просто общаясь с людьми на стриме, и играя в игру, то есть все это в комбинации приносит только позитивные эмоции. Не просто в плане времени, конечно, но в целом получаю огромное удовольствие от того и того. Нет, я считаю, что игра умерла в плане режима PvP. Есть два режима, да, когда люди там собираются, играют против друг друга, соревнуются, скажем так, ну вот соревновательный режим. И есть абсолютно неинтересный мне режим, когда 20 дядник собираются ночами и вечерами, в 20 человек и идут месить босса. Вот этот режим мне не интересен, но именно этот режим интересен разработчикам, в свою очередь. И они его всячески развивают, позволение сказать, забивая на другую составляющую игры, которая мне вот более интересна. Ну, поэтому для меня игра мертва. Я в нее не играю и не планирую. Конечно, нет, СКС — это лучшее оружие. Это было типа сарказм. Отношусь очень позитивно, очень приятно, когда играешь в игру, и тут возникает атмосфера Вьетнама, когда сверху падают бомбы, понимаете, летят самолеты. Вот этот звуки замечательные, так называемый АСМР для моих ушей. И каждый раз, заходя в игру, я мечтаю, падая на пикады, я мечтаю о том, чтобы Red Zone прокнула на меня 4 раза подряд, чтобы я мог насладиться полностью этими замечательными звуками и той атмосферой, которую Брэндон Грин предлагает нам в этой игре. На самом деле это огромная проблема челлендж даже для разработчиков PUBG, потому что сейчас и в соревновательном режиме очень большие к ним вопросы. Главным образом они связаны с тем, что в игре есть вода, на картах присутствует вода, и, соответственно, иногда круги бывают такие, что, собственно, 70% первого круга занимает вода, что, очевидно, лимитирует опции для всех команд в плане стратегии, в плане перемещения и так далее. Соответственно, от этого страдают даже самые стабильные коллективы. Просто вот может не повезти очень сильно с перемещениями, и они могут закончить топ-16. Поэтому, конечно, профессиональная комьюнити игроков давно уже просит PUBG Corporation избавиться от воды, и вот последний месяц, вроде бы они как раз-таки двигаются в направлении того, чтобы эту проблему решить. Честно говоря, наверное, вряд ли. Я думаю, что механика поглощения урона реализована в игре достаточно неплохо. Быть может, немножко повысить шанс нахождения второго сета, да, второго армора, второго шлема. И была идея очень хорошая, которая мне нравится, на турнирах добавлять айтемы 3-го уровня в airdrop. То есть они достаточно дисбалансные, полностью контрить снайперки. Поэтому вот эти моменты стоит, я думаю, обдумать в PUBG Corporation. Честно говоря, вот тот режим, который реализован сейчас, называется War, мне абсолютно не нравится, потому что тратишь много времени на то, чтобы упасть с самолета. Но ты падаешь, ты получаешь абсолютно рандомное оружие с рандомным прицелом, без каких-либо аттачментов, да, так называемых. Поэтому сейчас он реализован, на мой взгляд, достаточно криво, но если продолжить его как-то развивать, быть может, это будет интересно. Но для меня лично, мне абсолютно это не интересно сейчас. Это на самом деле очень тяжелый вопрос, который требует много времени, так сложно сказать. Главным образом, конечно, весь баланс идет от кругов. Но есть какие-то мини-моменты. Главным образом в турнирах они решаются настройками сервера. Да? То есть у нас здесь, например, намного легче найти оружие, прицелы. Баланс он немножко улучшается именно за счет корректирования вот этих настроек. Но в целом, конечно, работа с кругами, она бы привела игру в чувство, скажем так, в лучшую сторону. Я бы не сказал, что имба, но это определенно лучшее оружие сейчас, которое есть в PUBG из автоматических винтовок, да.
На самом деле, я вот всегда против реалистичности. Мы все-таки с вами играем не в Escape from Tarkov, то есть это все-таки киберспортивный симулятор войны. И если это соревновательный симулятор, то мы с вами не должны вообще придавать какое-то значение реалистичности, там, прыжкам каким-то со второго этажа. Там. То есть многие задают вопросы, почему вот ты падаешь, например, с крыши, там, не разбиваешь ноги. Ну, все-таки реалистичность здесь уходит на второй план, потому что это нам не интересно. В онлайн-играх реалистичность, она не так часто привлекает игроков, поэтому я вот всячески против реализма в PUBG, на самом деле. Ну, конечно, первое любимое оружие — это СКС. Определенно самое лучшее оружие в игре, особенно да, с вертикалочкой, с компенсацией, супрессором, да. Второе любимое оружие — это UMP определенно. То есть обязательно с голубым магазином, вот Quick Draw магазин, по-моему, называется. Вообще мой любимый сетап оружия — это UMP СКС. Каждый раз вот на стримах, когда мне получается найти такую замечательную комбинацию, я всегда побеждаю там, с 30 киллами, с 35, поэтому не стесняйтесь заходить смотреть. Третье оружие после таких двух замечательных перечисленных мной орудий, ну, наверное, все-таки М24. М24 снайперская винтовка. Главным образом нравится ее звук. Вот, наверное, поэтому. Абсолютно без разницы, если у вас не возникает никаких негативных эмоций при дропах на горячей точке, на школу, на милитари-базу, не рейджите от подобных там смертей или что-то такое, то стоит пробовать такие места. Вообще, на самом деле, новичкам имеет смысл просто первые 500 часов играть так, как им хочется. Привыкнуть к карте, к оружию в целом, поэтому особых здесь советов нет, главное наиграть часы. Наверное, главным образом ошибки связаны с психологической стороной, потому что если вы новичок в этой игре, как в принципе любой другой игре, вы будете много умирать. Даже я, проигрок, играю в паблик-матче, я очень много умираю, но я просто не придаю этому значения, потому что знаю, что это ничего не значит. Я просто играю for fun. И, соответственно, мой совет новичкам, даже если у вас возникают неудачные дни, вы не находите оружие, не стоит расстраиваться, просто относитесь к этому с пониманием, скажем так, не стоит рейджить, бить по столу кулаком, как делает один известный стример. Именно очень хороший сквад найдет себе так. Это действительно так. Что касается инвайтов по знаменитости клан-тегов, то я считаю, это нормальная практика в разумных пределах, да. То есть, быть может, стоит приглашать половину и половину с квалификацией, да, то есть половину просто прямым инвайтом, половину с квалификацией. Что касается клан-тегов, если бы я был организатором турниров, естественно, я бы искал варианты пригласить известные команды, известные клан-теги, потому что это дает хорошую медийку, очевидно, всему турниру, привлекает новых зрителей и считаю это абсолютно нормальной практикой. Определенно, да, но здесь различия еще по регионам. Китай, например, играет третье лицо, у нас здесь первое лицо. Все-таки PUBG как соревновательная дисциплина пока сыровата и молода, поэтому я думаю, что все это будет сделано в будущем. Здесь пока надо учитывать разницу в предпочтениях именно по регионам, потому что нравится тот, кто играет. Ну, быть может, в будущем, когда и призовые поднимутся, когда и зрителей будет больше, когда больше будет внимания к PUBG, то все это будет подведено под одни какие-то рамки, да. На самом деле нет. Все эти ивенты, как и Катовице, так и Окленд, были организованы ESL. Соответственно, у них достаточно суровые рамки. То есть наличие обязательно визы, естественно, да, вне зависимости от страны проведения. И очень мало слотов на квалификации. Я помню, что когда я в прошлой команде участвовал в квалификациях, там было 1200 команд с Европы, и всего там 4 проходило, или 3 команды проходило. Суровые условия, ну, в принципе, никак не изменились. Ну, турнира нет. Я думаю, что соло, что дуо — это режимы более для фана, нежели для соревновательных игр. Поэтому, если я и буду участвовать, то, вероятно, что называется, for fun. Ну, конечно, буду стараться, если и буду участвовать, это само собой. Но все-таки дуо, соло-режимы, они пока не подходят под соревновательную часть PUBG. В виде, который видел я, естественно, не хочу видеть ее в компете, потому что она выглядит как десматч, когда собирается 100 человек, падают в одну точку, очень сильно лагает, буквально 80 человек умирает в первые 2 минуты,
и на мид и лейт гейм остается всего там 15-20 человек, что, естественно, абсолютно неинтересно. Но я играл в альфа-версию, быть может, PUBG Corporation, что вполне вероятно, сделает какие-то выводы и как-то карту подредактирует в лучшую сторону. На самом деле я не думаю, что стоит, потому что командам могут попасться абсолютно ультимативные предметы, такие как прицел X15 или, скажем так, гроза, пулемет, что еще, АВМ, конечно. То есть если у нас турнирные команды здесь все будут бегать с АВМами, то это будет хаос, потому что такое оружие дает очень сильное преимущество, и, естественно, как бы это ведет к дисбалансу. А дисбаланс в соревновательной дисциплине, естественно, абсолютно не нужен. Я думаю, что неправильно. Я думаю, что единственная соревновательная карта сейчас, которая есть в PUBG, это Эрангель. Но, как говорится, хозяин-барин. Они организаторы, они как хотят, так и делают. Мы будем адаптироваться. Я ненавижу Мирамар. Да, честно говоря, есть даже примеры. Я играл в квалификации в тот самый Окленд, и я помню, что я как-то вышел из машины, застрял между машиной и забором и умер, да, соответственно, моя команда осталась втроем, но благо мы как-то не потеряли особо очков из-за этого, но могли потерять. Но это было давно, месяца 3, конечно, количество багов, оно уменьшается, но, тем не менее, присутствует. Недаром сам Брэндон Гринплеер, он говорит, что игра пока не до конца готова к киберспорту, но они предпринимают какие-то решения, там, идеи, чтобы все это нормальный вид подвести. Сейчас багов все меньше и меньше, и я надеюсь, что в какой-то момент, лет через 80, мы сможем сесть в PUBG и сказать, что это игра без багов и без лагов. CSGO, на самом деле, я люблю Counter-Strike, но мне вот никогда не хватало чего-то, чтобы, скажем так, начать играть профессионально. То есть, быть может, мотивации. Хотя нет, мотивация была. Наверное, просто скилла какого-то, менталитета победителя, быть может, что-то такое, опыта где-то. Я играл на сайте Faceit, у меня был 9-10 уровень. В принципе, достаточно неплохо, но выше этого никогда не уходил. Принципиальная разница, потому что принципиально другая мотивация. Здесь приезжаешь, здесь другие компьютеры, это совершенно другая атмосфера, да, другие страны. Ладно, это совершенно другой опыт, нежели онлайн, конечно, да. И здесь важный момент, то, что у меня лично иногда бывали проблемы с мотивацией, именно играя онлайн-турниры. Когда приезжаешь на лан, конечно, этого нет. И в идеале нужно стремиться к тому, чтобы вот с такой мотивацией, как на лане, всегда отыгрывать и в онлайне. Шафлы, они всегда вот имеют место быть в мире спорта, потому что когда у команды что-то не получается, естественно, все понимают, что нужны изменения. А самые простые изменения какие можно сделать? Просто поменять людей. В мире PUBG, я думаю, что это не всегда хорошо, потому что люди сыгрываются друг с другом, понимают там перемещения, стратегии и так далее. И новым людям зачастую бывает сложновато адаптироваться к новым командам, в том числе и психологически, и ментально как-то, то есть разный менталитет. Особенно можем об этом говорить, когда смотрим на европейские команды, потому что часто там собираются миксы в плане национальности, и вот люди разные, и бывает им очень сложно. Масса примеров уже PUBG, когда решафлы ни к чему не приводили. Конечно, иногда требуется, бывает, люди не состыковываются друг с другом как-то, тут по ситуации уже конкретно надо смотреть. Сложно сказать, но пока по выступлениям везде, как бы в онлайне, в офлайне лидирует, наверное, FaZe Clan, потому что они играют вместе уже очень долгое время, сами по себе играют очень сильно, каждый индивидуально. И я бы еще отметил тот момент, что они первые, вообще первые в мире, кто начал играть PUBG соревновательно. Так или иначе, они вот являются лидерами пока в мире PUBG однозначно. Надеюсь, что нам удастся превзойти их уровень. Конечно, в мире киберспорта ценится скилл, но лично я считаю, что намного более важный момент – это психологический момент, умение правильно коммуницировать, да, разговаривать с партнерами по команде, правильно давать информацию. В мире PUBG, например, у нас соревнования проводятся в формате 16 игр. Часто так бывает, что первые 4-5 могут не зайти, может закончить последним. Настоящий профессионал, он всегда будет правильно реагировать на такие вещи. Пока это не у всех получается, не у всех, но вот именно вот эти моменты нужно в себе воспитывать, умение правильно реагировать на поражение, собираться, концентрироваться на том, чем нужно, и мне кажется, вот этот момент самый важный. Ну, я как истинный стример встаю с кровати, заказываю пиццу, ем пиццу и включаю стрим. А дальше уже по настроению.
В зависимости от планов, там, времени. В последнее время, конечно, на стрим трачу поменьше, потому что погода хорошая, весна в Петербург пришла, хотя сложно поверить. Больше выхожу на улицу и трачу время с близкими, поэтому количество стримерских часов уменьшается, но, тем не менее, часа 3, 4, 5, быть может, иногда могу себе позволить постримить. Да, у меня много хобби. Я, честно говоря, последние пару лет активно увлекался спортом. Мне нравятся велосипеды очень, вот именно велотуризм. Я люблю играть на фано, на саксофоне. Я вообще потратил очень много времени в своей жизни на обучение на музыкальному искусству. До сих пор всегда приносит большое удовольствие иногда поиграть как-то для души. Да, я умею готовить, но, конечно, не шеф-повар, Но если в суровых условиях застряну, то где-нибудь точно могу себе кастрюлю гречки приготовить. С физической формой немножко сложно, потому что на Старладере месяц назад я достаточно сильно заболел, и вот эта простуда, она почему-то впервые в моей жизни тянется уже долгое время, наверное, месяц. Никак не могу полностью выздороветь, но надеюсь, что все-таки получится. И ввиду этого, конечно, с физухой-то сложновато. Так, в целом, люблю поддерживать себя просто в оптимальной форме, там, с помощью зала, каких-то тягания железяк иногда или что-то такое. Ну, в пределах разумного, конечно. Если честно, мне нужна какая-то особая мотивация, потому что, вот, что касается киберспорта, я просто всегда хочу побеждать в любых играх. Даже не киберспорт. Я захожу в онлайн-игру любую, и я понимаю, что вот если этот аспект соревнований мне очень нравится, и я всегда хочу быть как бы лучшим среди других людей. Ну, это такая вот фишка моя, что называется. Поэтому это является моей основной мотивацией. Просто побеждать. Так как я учился экономике вообще в целом, мне нравятся, конечно, предприниматели. Ричард Брэнсон, быть может, Илон Маск, вот такие люди, которые продвигают свои идеи на каком-то глобальном уровне. Наверное, вот эти двое, я бы сказал, да. Меня достаточно сложно сломить психологически. Я всегда спокоен, то есть достаточно сложно вывести из себя. Именно в серьезные моменты, да, например, на лан-турнирах я понимаю, что я, несмотря как бы вот что ни пошло, я всегда как бы ментально буду на одном уровне, не расстраиваюсь, ничего такого. То, чего я долго учился, и наконец в какой-то момент научился к 23 годам. Я вообще не люблю выделять какие-то свои достоинства, обычный человек, как и все. Сложно сказать, не мне судить, но определенно недостатки, конечно, есть, как у любого человека. Да, если честно, я очень люблю кальян. Это, наверное, вредная привычка или причуда, можно сказать. Но вот я почему-то очень люблю кальян. Не знаю почему. Юмор и позитив. Вот мне нравятся люди, которые умеют хорошо пошутить, рассмешить как-то, дать позитивных эмоций. То есть такие люди, я очень их ценю. И классно, что у нас в команде как раз-таки такие люди есть. Я бы сказал Уба. Ну, прям специалист по хорошим шуткам. Если честно, все-таки предпочитаю не выходить из дома, потому что я все же стример, киберспортсмен, и мне вот очень нравится именно просиживать жизнь дома, стримля для людей, общаясь с ними в чате. Да нет никакой цели в жизни, на самом деле. Цель жизни в самой жизни, поэтому это мой вот такой подход. Я просто наслаждаюсь теми возможностями, которые у меня сейчас имеются по полной программе. И на этом все. Но, если честно, я всегда мечтал стать спортивным врачом, вот именно в области альпинизма. Вот прям к 23 годам я понял, что экономика мне не так интересна, как вот медицина. Почему-то вот чем старше я становлюсь, тем больше меня тянет в эту область. И не знаю, получится или нет, быть может, как так повернется, что удастся. Ну, я и так медик, в принципе. Мои тиммейты убивают, я обычно медицину таскаю. Моя роль в команде Нави. АВП, конечно. Сидеть на крыше, отстреливая зомбаков, что может быть приятнее. Патроны бесконечные должны быть, по факту. PUBG, Counter-Strike, World of Warcraft. Любимые 3 приложения — это Kiwi, PayPal и Сбербанк онлайн. Первое, наверное, Five Finger Death Punch, потом идет Sigur Rós, исландская группа, и потом, наверное, шведская группа Kent. Вот так вот. Первая, наверное, любимая книжка — это «Мир смерти» Гарри Гаррисона, потом «Сага о Фаркасигане» от писательницы Буджоу. И, наверное, «Песни льда и пламени», «Игра престолов», да, Джорджа Мартина, очень мне нравится. Наверное, вот эти книжки.
Сериалы «Декстер», «Игра престолов», «Фарго», «Настоящий детектив». Вообще много сериалов посмотрел. Вот, наверное, выделить могу «Декстера» больше, да. А по фильмам любимый фильм «Гладиатор». Наверное, Джордж Клуни, Дэниел Крэг, Ричард Гир. Ютубом, честно говоря, не увлекаюсь. Единственный канал, который смотрю, это Нави PUBG. Рейкьявик, потом, наверное, город, наверное, не город, может быть, вообще в целом регион Патагонии и, наверное, Нью-Йорк все же, наверное, Нью-Йорк, да. Вообще ассортимент напитков с вступлением Нави достаточно сильно изменился. Нынче я предпочитаю апельсиновый сок свежевыжатый, потом, конечно, малиновый чаек, теплый желательно, да, и Монстер, который позволяет мне чувствовать себя заряженным энергией на протяжении всего дня. Да, наверное, что-нибудь с играми связано, с компьютером, там, видеокарты, SSD. Вы никогда не ошибетесь, когда пришлете мне в подарок, уважаемые зрители моего канала, видеокарту новую, например. Вот. А так, по подаркам вообще не принципиально, если честно. Все-таки подарок — это не самое важное. Важное — это знак внимания, и это я ценю гораздо больше, нежели какие-то конкретные вещи. Постоянные челленджи, мне нужны какие-то постоянные челленджи, какие-то цели, которые по жизни я хочу добиваться, выполнять, то есть тратить свое время на достижение этих целей. Конечно, близкие люди рядом, без них как бы нет поддержки. И постоянно какая-то активность, спортивная активность какая-то, быть может, социальная активность. Сложно поверить, конечно, но да, постоянно, вот, чтобы день был расписан. Мне это важно. Вот. Без этого как-то сложно находить мотивацию вообще, в принципе, по жизни мне. Мой девиз – «Я хочу побеждать». Первое – это паблик ВКонтакте, где я выкладываю лучшие моменты со стримов, вообще из жизни. Потом Инстаграм, фоточки, видео, история. И Твиттер тоже достаточно любимая мой социальная сеть. Большая благодарность организации Natus Windsor, всем спонсорам за их поддержку, за то, что они дают мечтам сбываться, дают нам возможность находиться тут, всячески поддерживают. Огромная благодарность. Также, конечно, фанатам, всем зрителям ваша поддержка очень важна для нас. Мы всегда знаем, что мы представляем СНГ, всю ту аудиторию, которую мы видим на стримах, и знаем, что большое количество людей за нас болеет, и надеюсь, что не подведем. Также хочу передать привет всем своим добрым друзьям, кто смотрит, близким. Ваша поддержка лично для меня очень важна, и, конечно, особый привет моему любимому бизнес-партнеру Валерии Смородиновой и всем коллегам-стримерам, кто смотрит и наблюдает за ходом турнира.